Ну вот, я довольно много, кстати, встречаю бездомных в Будапеште на улицах. Это самый центр. Чувак купил сливовицы, я так понимаю, это сливовица стоит. Отдыхает. То есть ты хочешь сказать, что ты замучилась в этом путешествии? Вроде бы можно подумать, где Венгрия и где Ханты-Мансийский автономный округ. Потому что особо тут гулять негде, скажем так. Если вы приезжаете в Венгрию, в первую очередь вам, конечно же, надо заказать. Ну а мы только что приехали в то место в Будапеште, куда должен, наверное, сходить каждый турист. Друзья, всем привет! С вами Андрей Мазульницын, и вы на канале нашей путешествующей семьи. Наше большое автопутешествие по Европе продолжается, и мы только что в поисках хорошей погоды приехали в Венгрию. Короче, ставьте лайк нашим маленьким путешественникам, они там дрыхнут в машине. Подписывайтесь на канал, ну и погнали вместе с нами, посмотрим, что тут есть интересненького. Примерно 1,5 часа назад пересекли границу Хорватии и Венгрии. Двигаемся в сторону Будапешта. Ну и, короче, катимся, а тут рядом озеро, Балатон называется, очень известное в Венгрии. Все венгры сюда приезжают отдыхать. Они его даже так и называют, Венгерское озеро. Вот даже если посмотреть самые популярные места в Венгрии, куда народ ездит отдыхать и так далее. Вот после Будапешта, который, ну, понятно, на первом месте все туристы туда ездят. На втором месте стоит именно вот это озеро. Так что можно сказать, что да, местечко такое популярное среди туристов. Большое оно очень. Сколько мы его ехали? Наверное, в течение часа приезжали. Сейчас уже его под конец приехали. На глаз, так по карте я точно не знаю, наверное, километров 100 в длину. Если вы не смотрели наши предыдущие видео из вот этого большого путешествия по Европе, то давайте я коротко расскажу о нашем маршруте, точнее об его отсутствии. В общем, катаемся по Европе без какого-либо плана. Венгрия у нас какая? Я уже сбился со счета, 9-я или 10-я страна. Наверное, 3 или 4 страны, которые мы вот посетили, мы даже вообще изначально о них не думали. Внутри стран тоже никаких продуманных маршрутов нет. Просто катаемся, куда глаза глядят. Сколько времени хотим провести в той или иной стране, столько и проводим. Вот этим, конечно, наше путешествие мне очень сильно нравится. Просто очень кайфово вот так путешествовать и ни о чем не думать. Приехали посмотреть на озеро, идем на него по улочке. Очень напоминает наше море. Ну не Сочи, конечно, но такое маленькое, что-то Лазаревское какое-нибудь такое. Маленькие городочки отдыхающие. Очень да, похоже. Все как у нас, игрушки, морские всякие кепочки, очки, магнитики. Практически все как у нас. Кто-то сразу же рыбу вот тут ловит. Ну, вот сейчас конкретно прикармливает. Дети все где-то лазают. Саня, Настя. Потом падают периодически и ноют. Все лейкопластыри скоро закончатся уже. Вот на таких корабликах можете покататься по озеру. Выглядит своеобразно, конечно. Закос под пиратское судно. Какая толпа ребят деньги зарабатывает. Вот у них стоит тоже, как сказать-то. Ну типа шляпа, короче, деньги собирать. Прямо на дороге. Настя, может ты пойдешь потанцуешь тоже рядышком? Нам тоже подадут. Не хочешь? Сели только что в местную кафешку. Ну и, конечно, что можно заказать в Венгрии, когда вы приезжаете? Здесь особого выбора нет. Если вы приезжаете в Венгрию, в первую очередь вам, конечно же, надо заказать гуляш. Вот он. Принесли вот в такой вот, как сказать-то, баул. Как это по-русски? Ну, короче, в таком-то ведерочке, там снизу свечка, вон горит с огнем. Сами накладывайте себе сколько хотите. Я себе даже 2 тарелки взял. Настолько хочу кушать. Порция номер 1. Это моя тарелка. Ну, пап. Проси еще тарелку. One more plate. Yes, okay.
Сейчас It's тебе hot. принесу. Okay. Ну и помимо гуляша заказали еще один суп. Еще одну вот такую принесли кастрюльку. Рыбный суп. Тоже популярный в Венгрии. А к нам подъехало второе блюдо. Называется брашуи. Я так понял, что по-русски это жаркое. Жаркое со свининой и с картошкой. Вообще про свинину, вот в Венгрии ее едят везде. У них даже когда говорят слово мясо, имеют в виду именно свинину. Очень много свинины в венгерской кухне. Венгрия – это, конечно, не такое популярное направление, как другие европейские страны, типа Испании, Италии, Франции и так далее. Но все равно прямо видно, туристов много, приезжает народ, вполне себе такое достойное место. Ну, на выходные, наверное, мне кажется, съездить самое то. Я тут только что узнал, что, оказывается, венгерский язык очень сложный для изучения, но это не самое интересное, как бы сложный и сложный, всякое бывает. А то, что он очень похож, родственный к языкам коренных жителей нашего Ханты-Мансийского автономного округа, которые там живут. Да, вроде бы можно подумать, где Венгрия и где Ханты-Мансийский автономный округ. Но они там, короче, почитал. Можно так сказать, родственники в прошлом. Кто бы мог подумать. Чувак купил сливовицы, я так понимаю, это сливовица стоит. Отдыхает. Ну вот, я довольно много, кстати, встречаю бездомных в Будапеште на улицах. Это самый центр. Венгрия вот среди европейских стран считается такой страной, в которой низкие цены. Ну, знаете, вот кафешки и прочие какие-то продукты. В принципе, пока мы ехали по стране, вроде как так и есть. Ну, а как стали гулять по Будапешту, по центральным улочкам, все как везде. Цены чисто тупо туристические. Достаточно дорого. Путешественники на велосипедах, сколько вещей. Ну, круто, конечно, наверное, путешествовать и на велосипеде. Ты бы отправилась на велосипеде в путешествие? Да, отправилась. Не, на таком нет, я бы по городу покаталась на велосипеде. Вообще классно, если бы вдвоем были. Ну, это явно путешественники, куча барахла. Я сейчас про другое, про велосипеды. Что классно покататься, и больше можно увидеть и посмотреть. Ехать-то быстрее, чем ходить. А вот с этими спиногрызами, я не знаю, 1 час 300 метров. Поэтому идти нам долго. Вот так вот с детьми путешествовать. Прошли от отеля, наверное, метров 200-300, но прошел уже почти целый час. Везде останавливаются, везде надо полазать, попрыгать, вперед-назад бегают. С детьми-то, конечно, да. Особо сильно далеко, особенно с маленькими, не уйдешь. А в Армению, когда ездили без детей, вообще все обколесили, все быстро посмотрели, никто нас нигде не задерживал. Ну, в общем, классно. Надо будет еще куда-нибудь сгонять вдвоем, где много ходить, Не смотреть. разрешу. Ну, и Чё, Настю Настя? возьмем. Не разрешу вам вдвоем. Не оставлять тебя больше? Нет. Если только у бабушки Люды. Нади девочка. То есть ты хочешь сказать, что ты замучилась в этом путешествии? Или нет? Именно в этом? Ну, я бы предпочла чуть-чуть погулять-то, несмотря ни на кого. Кто никуда выбежал под машину, под трамвай, утонул в речке и так далее. Ура, товарищи! Сдвинулось дело с мертвой точки. Саня идет. Ну, как идет? Вы сами видите, как он идет. Ну, хотя бы так. Дождь? А вот Дунай. Красивая набережная, что с той стороны, что с этой. Вот машину бы убрать, которые там ездят. Гулять тут было бы, наверное, вообще одно удовольствие. Красивый исторический центр, дома старые, кораблики для туристов. О, а мы попали под дождик. Под грозу! Да, бегите, спасайтесь. Всех туристов как ветром сдуло. Пустота. Хозяева кафешек, наверное, радуются и счастливы. Вот чувак стоит, видимо, не знает, в какую кафешку бежать. Правильно, посиди, подумай под дождем.
как и все туристы, спаслись в кафешке в какой-то. Съели, ну, понятное дело, гуляш. Что тут еще-то есть? Самое главное блюдо. Вкусный, кстати. Хотя он Светлане не понравился нифига. По-моему, так очень вкусный. Ну и двигаем дальше гулять. Кстати, в Будапеште ходит самый длинный трамвай в мире. Где-то больше 50 метров в длину. Не вот эта вот фигня, то, что проехала, это короткий. А где-то тут ходит, короче, действительно, прямо длиннющий. Но 50 метров это серьезно. Ты хочешь прокатиться на самом длинном трамвайчике И в мире? быстро. Не знаю, наверное. Мы быстро видели. Я на очень быстром хочу, который мы видели. А на длинном не хочу. Просто длинный. А на быстром очень хочу. Ладно, найдем тебя очень быстрый. Ну а в Будапеште уже встречается достаточно много электромобилей, вот таких вот электрозаправок. П-Прогресс. Вчера от озер в сторону Будапешта ехали уже, можно сказать, практически ночью. Ну, в такую темень. Трасса, ну, нормально, прямо магистраль. Можно ехать 130 км в час, там 3 полосы в каждую сторону. И, блин, она вообще абсолютно неосвещаемая. Километров 150 проехали, ни одного фонаря, полная темень. Не знаю, вроде большая европейская страна, а самое главное, автомагистрали в такой темноте, непорядок. Гуляем сейчас по Будапешту, сколько уже, наверное, часов 5. Только что пришли на детскую площадку погулять, а потому что особо тут гулять негде, скажем так. Уже обошли историческую часть города, центральную. Блин, улочки оставляют желать лучшего. В каком плане? Ну, во-первых, они очень узенькие, все заставлены машинами прямо на тротуарах. Детей тут не отпустить, толком не погулять. Вы знаете, улица а-ля Арбат, чтобы прямо для туристов, пешеходные были. Такого тут нет, не встречается. Ну как, была одна такая улочка, мы погуляли, но, блин, она 500 метров в длину, туда вперед-назад, маловато. Хочется погулять где-то еще. В общем, пока что Будапешт не производит какого-то такого вау-эффекта. Но он даже эффекта на 4 пока не производит. Может, просто не нашли что-нибудь еще? Сейчас еще походим. Но судя по карте, мы гуляем по самому центру, по всяким историческим местам. Но мы не унываем. Сейчас пойдем еще искать какое-нибудь красивое место. Нашли только одно. Я немножко красивыми. унываю. Ты немножко унываешь? Я вообще унываю в последнее время. улочками. От всех этих больших городов. Все, я пошла. Света побежала за детьми присматривать. Она же мать. Вообще последнее время вот эти большие города немножко поднадоели, что ли. Все они плюс-минус одинаковые. Старые города, исторические, имею в виду, центральной части, сами города в целом. Хочется по стране кататься, что-то вот в последнее время сколько не путешествуем. Какие-то села заезжать, небольшие городки. Наверное, тут тоже в Будапеште не будем уж надолго задерживаться. Поедем, покатаемся по стране. Ну вот, посмотрите, как можно гулять по таким улочкам. Что это за центр такой? Реакция ребенка. Устами младенца, так сказать. Ну а мы только что приехали в то место в Будапеште, куда должен, наверное, сходить каждый турист. Это купальни Сечени, очень известная. Вот такие вот, как можно назвать? Внутри бани, там народ сидит, как селедки, короче, в банке. Саня, потише, нельзя, не прыгай. А вот тут на улице вот такие вот бассейны, можно покупаться. Но вот это место ничего такое, нормальное. Сегодня как раз дождик, холодно на улице. Самое то покупаться. Ладно, мы пошли плавать. Вода кипяток для меня. Вода тут, конечно, прям вообще парное молоко. Не знаю, сколько градусов, но прямо очень теплая. Прям как будто в ванне валяемся. Теплая? Аж пар поднимается. А вот чем Будапешт не отличается совсем от других городов мира, так это, конечно же, таксистами. Мне кажется, эти ребята везде одинаковые. Вчера ехали по городу, ну надо было до отеля возвращаться, дети устали, пара километров. Подхожу к таксисту, спрашиваю, сколько денег? Говорит, косарь. Ну, на наши деньги, на рубли, если переводить. Я думаю, что-то много за 2 километра. Ну, пройдемся пешком. Прошли еще 1 километр, думаю, километр остался, но дети устали, надо сесть. Спрашиваю, сколько?
половина уже пути осталась. Говорят, 1,5 косаря, другой уже таксист. Пользуясь таким случаем, передаю привет нашим таксистам. Ребята, у вас тут есть родственники. У меня тут маленькая утренняя тренировка, пробежка по набережной Дуная. Все-таки надо избавляться от всех этих пирожков, что накопились за время нашего автопутешествия. Ну да, товарищи, если вы в отпуске где-то путешествуете, это не значит, что можно жрать целый день и ничего не делать. Как делают большинство туристов в Турции и в Египте. Не, следите за собой. Я почему-то думал, что в Будапеште будет не так жарко. Достаточно тяжело дышать, но явно теплее, чем у нас. Вот что им не хватает, что тут снизу. Видите? Камни. Они бы сделали маленький пляж. Вообще было бы кайф покупаться. Не обязательно в самом центре, хоть где-нибудь. А то уж сколько не пробежал, что-то одних только корабли до причала. Друзья, мы только что нашли офигенское место в Будапеште. Смотрите, как Саня рад. Думаете, это парламент? Еще какие-то здания? И всякая ненужная ерунда для детей? Нет. Для детей самое главное. Это кафе с кошечками. Мы нашли кафе с кошечками. Здесь, правда, ничего покушать нельзя. Они только кофе да пиво продают. Ну ладно. Дети бегают, короче, по 2 этажам этого кафе. Говорю, все гладят котят. Погладить хочешь? Попробуй. Иди с этой стороны, зайди, посмотри. Вот так вот, прямо за столами сидят с народом. Шли по улице, вот такая штука миниатюрная. Ну, за Манилова, для музея. Ну, за Манилова говорю. Типа рекламы, короче. Настя, хочешь зайти посмотреть? Маленький городок, да? Копия У нас Будапешта. Ярославль точно такой же похожий. Даже ездят машины. Ну, побольше там. Короче, нафиг все эти музеи в классическом смысле. Нашли вот такой вот, назовем его детский музей. Только что пришли. Ну, шли мимо, просто попался по пути. Мы специально их не ищем, гуляем просто так. Различные муляжи, вот. Что тут? Венгрия, Австрия, Германия, отдельные стенды. Вон он какой большой, вдаль уходит, там обходить по кругу есть. Такие музеи тебе больше нравятся, чем просто гулять по городу? Я вообще не могу. Не люблю гулять. А тут даже и машины, и домики даже может ездить. И детские площадки, все есть. И даже вот там, например, домик, и такой же домик. Ну да, короче, самое главное, чтобы Детям было интересно. Обычно такое бывает очень редко, чтобы какая-то страна не понравилась, не зацепила. Но, по ходу дела, Венгрия это именно одна из таких стран. Не знаю почему. Не зашло что-то. Я не хочу сказать, что она плохая. Так-то популярная, туристы ездят. Просто немножко не наша. Это особенно касается Будапешта. Может, города уже такие большие поднадоели. Фиг его знает, трудно сказать. Вот, кстати, рядышком вот озеро Балатон, куда мы ездили. Вот там понравилось, там классно. Какие-то другие маленькие городки тут есть в окрестности. Вот там погулять приятно. А с Будапештом не. Дружба у нас не получилась. Ну что, друзья, наша поездка по Венгрии подошла к концу. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие путешествия. Короче, мы погнали дальше в Словакию. Ну а вам всем пока-пока.